Указ о стратегическом резерве биткоина подписан, однако присутствует страх, неуверенность и сомнения. Вот правда. Доброе утро! С возвращением! Сегодня у нас на глазах творится история. Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это очень хорошая новость. Я знаю, что многие из вас, кто сидит в Твиттере или X, не понимают, что происходит с ценой с альткоинами. Многие говорят, что США не будут покупать биткоины. Это неправда. Сейчас я вам покажу, что они покупают. И это очень хорошая новость в долгосрочной перспективе. Вы на канале Крипто.ру. Наша редакция перевела для вас видео, в котором Пол рассказывает о перспективах подписанного Трампом указа о стратегическом резерве биткоина. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. Возможно, вы спросите: Пол, а почему цены падают, если все хорошо? Почему биткоин и альткоины падают в цене? Мы поговорим и об этом. Я думаю, что многие упускают суть происходящего. Давайте посмотрим на стратегический резерв. Теперь у нас есть стратегический запас биткоинов. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на пару моментов. Во-первых, США не будут продавать биткоины. Все, что хранится в стратегическом резерве, будет сохранено и использовано как резервные активы. Значит, они не будут продавать то, что конфискуют или получат. Они просто будут хранить это в стратегическом резерве. Понятно? Во-вторых, есть способы приобретения дополнительных биткоинов, которые не потребуют дополнительных расходов со стороны американских налогоплательщиков. Другими словами, они будут покупать биткоины в стратегических целях, как и должны, и не заставят налогоплательщиков платить. Есть разные способы сделать это. И это показывает, что они могут или будут покупать биткоины в дальнейшем. Они не будут приобретать дополнительные активы для своего цифрового резерва. Они не будут покупать XRP, Solana и так далее. Но это тоже хорошо. Нужно понимать, что все конфискованные активы и пожертвования идут в этот резерв. И последний важный пункт. Министр финансов может определять стратегию ответственного управления, в том числе продажу активов из этого цифрового резерва. Другими словами, они могут продавать активы из этого резерва. И это имеет смысл. Если вы входите в медвежий рынок и что-то идет не так, то вы хотите продавать эти активы и конвертировать их в биткоин. Мы делали так годами. Мы покупали криптовалюты или альткоины, а затем ближе к концу или вершине цикла, иногда точно, иногда нет, мы брали их и конвертировали в биткоин. Вот к чему готовятся США. Я не говорю, что они именно так и сделают, но опять же, допустим, что у вас есть криптовалюта и SEO делает что-то глупое. Вы хотите иметь возможность продать эту криптовалюту. Вы не хотите, чтобы она оставалась у Америки, потому что это плохо для Америки. И они понимают, что биткоин — это единственный децентрализованный актив. У него есть признаки твердой валюты. Это единственный децентрализованный актив без SEO, прямо как золото. И так и должно быть. Я это и имел в виду. Я не биткоин-максималист, но я понимаю его важность. Вот почему я говорил, что в резерве должен быть только биткоин. У них есть и другие криптовалюты, они могут их получать. Они их не покупают, но могут получать пожертвования, могут делать другие вещи. Надо это понимать. Так что это хорошо и для альткоинов, но это ответственный подход к делу. Это открыло новые возможности. Многие люди действительно сосредоточились на этом, но упускают кое-что еще. Давайте покажу. У Техаса теперь тоже есть стратегический запас биткоинов. Вот это действительно важно, потому что теперь другие штаты тоже будут создавать свои запасы. Так что теперь страны создают свои запасы биткоинов. Штаты создают свои запасы биткоинов. Это очень важно для биткоина. Это делает его средством сбережения, придает ему легитимность. Вы даже не представляете, насколько это важно. И поверьте, вы бы не хотели, чтобы альткоины стали частью этого. Поверьте мне, это экономика штатов и стран. Вы же не хотите, чтобы она была связана с XRP или Solana, или любой другой криптовалютой. Биткоин отличается от них. Про это мы говорили и кричали годами. Он отличается от альткоинов. Я не говорю, что он лучше. Альткоины хороши для других вещей, например, разработки и так далее. Многие децентрализованные приложения не работают с BTC. Очевидно, что биткоин другой. Признаки твердой валюты, официальное средство сбережения, так? Альткоины лучше подходят для разработки, инноваций и так далее, если это имеет смысл. Это невероятно хорошо для биткоина. И вы наверняка думаете: хорошо, Пол, это хорошо для биткоина. А почему цена падает? Что происходит с биткоином? Давайте посмотрим.
Да, биткоин немного упал после этой новости, но сейчас находится чуть выше 88 тысяч. И я думаю, что люди упускают из виду общую картину. Это формирование дна. Вот здесь мы видим формирование дна. После этого были скачок и падение. И нам нужно подняться выше, пока мы в этом диапазоне. Нам нужно подняться выше 95 тысяч, а затем преодолеть диапазон от 90 до 99 тысяч. Назовем это психологическим уровнем в 100 тысяч. Нам нужно преодолеть этот диапазон, но пока мы торгуемся вот здесь. Не забывайте, что у биткоина, у Трампа есть еще несколько объявлений сегодня. Я никогда не торгую на новостях. Я всегда торгую по техническим показателям. Вот почему я всегда говорю, что нужно игнорировать новости, а люди продают на новостях. Есть новости для масс и новости для элит. Вы получаете только новости для масс. Если вы торгуете на новостях, то всегда проигрываете. Я постоянно говорю вам это. Люди такие: о, это важные новости. Нет, просто торгуйте по графикам, хорошо? Мы все еще в диапазоне. Посмотрим, что будет дальше, если цена продолжит расти. Но в целом мы находимся в диапазоне. Мы можем опуститься вот сюда. Кстати, я не говорю, что так и будет. Я просто говорю, что либо вы торгуете в диапазоне, либо ждете прорыва. Вы ждете прорыв, чтобы увидеть направление рынка. Но в целом я не пессимистичен. Просто ждем, что будет дальше. Сейчас альткоины падают и, вероятно, упадут еще до сегодняшнего саммита в Белом доме. А потом они могут вырасти или не вырасти. Обычно, если что-то падает перед событием, то растет во время или после события. Возможно, это ненадолго, но посмотрим, что будет. Стоит ли вам переводить альткоины в биткоин? Да, если вы слишком сильно вложились в альткоины, то вам стоит подстраховаться. Я не продам, может, пару продам, но все продавать не буду. Просто сижу и жду, что будет дальше. Все мои предыдущие видео все еще актуальны. Я от них не отказываюсь, продолжаю торговать. Посмотрим, что будет. Но в целом это долгосрочный бычий тренд. Да, это займет какое-то время, но в долгосрочной перспективе нас ждет рост. Представьте себе халвинг биткоина. Нас ждет халвинг биткоина. Это оптимистично. Вы знаете, что цена вырастет, но все ждут роста в сам день халвинга. Но этого не происходит. Обычно рост случается позже. Такие новости, как это, оптимистичны. Это долгосрочный тренд. Это выводит криптовалюты на новый уровень. Все больше стран внедрят их. Теория биткоина работает. Альткоины могут использовать для торговли, чтобы получить больше биткоинов, разбогатеть и так далее. Я всегда говорил, что альткоины сделают вас богатыми, а биткоин – состоятельными. Давайте повторю. Альткоины сделают вас богатыми, а биткоин – состоятельными. Теперь это станет намного очевиднее. Обязательно посмотрите вот этот ролик. Увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.